Здравствуйте. Это 136-й выпуск подкаста «IT-мысли». Меня зовут Сергей Петренко. И, как всегда, начну выпуск с призывов лайкать, комментировать и делать все, что вам подсказывает инстинкт социального жителя интернета. Этот выпуск доступен, как обычно, на YouTube, во всех ваших подкаст-приемниках, где вы обычно слушаете подкасты. И буду только рад увидеть ваши лайки, ваши комментарии. Можете даже оставлять отзывы в этих сервисах. Флешмоб недельной давности по уговорам меня вернуться в Радио Ти добрался и туда. Было даже приятно, так что не отказывайте себе в этом удовольствии. А сегодня мы поговорим о только что прошедшей очередной презентации Apple. Такая тема, которую точно надо осветить, иначе какие мы с вами гики. Итак, Apple провела очередную презентацию, и это опять заранее смонтированная, хорошо смонтированная презентация, хорошо снятая. Не очень скучная, хотя и имеющая свои определенные особенности. И, во-первых, это самая легкая суммируемая презентация, я бы так сказал. Когда я вчера начал писать текст для телеграм-канала с итогами, мне стало понятно, что я могу никуда не заглядывать, не смотреть никакие заметки, записи, статьи на сайтах. Сразу написать все вещи, которые мне запомнились, потому что мне все запомнилось. Пропущу отзывы и восторги от представленных ранее ноутбуков и компьютеров, хотя вот, например, MKBHD, то есть Маркус Браунли, до сих пор не может отойти от шока из-за того, что его процитировал Тим Кук. Но эта часть мне показалась скорее разогревочной, просто без нее пришлось бы все сводить только к часам и смартфонам. Если вы не смотрели презентацию, скажу сразу, обновление часов мне представляется таким инкрементальным апдейтом. Обычные Apple Watch теперь называются Series 9, то есть 9-я серия, новая Ultra называется Ultra 2. Почему это инкрементальный апдейт? Потому что, просто слегка улучшились все модели часов. Во-первых, появился новый процессор S9, как они его назвали. Во-вторых, все модели получили более новые, более яркие экраны. Не такое уж радикальное улучшение, честно сказать. Я свои Apple Watch Ultra обновлять не собираюсь, там ничего существенного не добавилось. И даже в итоге, когда Тим Кук подводил итог, просто сказал, что там более яркий экран. В Apple Watch 9 добавлено какое-то количество функций, которые и были в ультрамодели. Новый жест мне понравился, он позволяет отвечать на какие-то действия в часах двойным тапом. И это прямо хороший такой способ ответить действительно, если у вас доступна только одна рука. Двойное сжатие указательного и большого пальца, в общем, и раньше присутствовало в качестве функции Assistive Touch. Оно есть у меня в часах, например, в разделе «Универсальный доступ». И она, кажется, включалась и работала, хотя не так хорошо. Можно было сжать кулак, можно было свести вот так вот пальцы. Но это такое все-таки, видимо, новое, не только программное улучшение, и для этого нужны будут какие-то новые аппаратные функции в новых часах. Поэтому непонятно, будет это в старых часах или нет. Из забавного, в ролике, где нам этот новый жест показывают, первый же пример, когда девушка дважды делает тап, чтобы отбить вызов будильника. Вы догадываетесь, это, наверное, плохой пример, потому что, чтобы на самом деле проснуться по будильнику, нужно как-то себе усложнить задачу. А так вы реально не проснетесь, что, в общем, видно дальше, когда она его глушит второй и третий раз. Новые модели iPhone 15 и 15 Plus, то есть, соответственно, 6,1 дюйма обычная модель, 6,7 дюйма модель Plus. Это такое хорошее обновление. Оно происходит так же, как происходило последние несколько лет. Новая модель обычного iPhone получает функции прошлогодней Pro модели. В обычную модель поехал Dynamic Island, процессор A16 Bionic, главная камера 48 мегапикселей, подписка на спутниковые сервисы. Разумеется, появился разъем USB-C. Окей, давайте о нем поговорим. Не могу сказать, что не переношу разъем Lightning, но оборудование с разъемами на USB-C у меня достаточно, включая iPad и MacBook Pro, и полная унификация меня только радует. Если вы не заметили, USB-C для Pro модели имеет полную поддержку USB 3. USB-C для моделей обычных 15-15+, только поддержку USB 2, то есть с ограниченной скоростью, если не ошибаюсь, 480 мегабит в секунду. Это не так уж мало, как можно себе представить. Этого вполне хватит владельцам iPhone 15, iPhone 15 Plus. С iPhone Pro немножко сложнее. Там еще с прошлых моделей есть поддержка съемки видео в формате ProRes, а это формат с невысокой степенью сжатия. И результат у вас получается немаленький файл.
их вытаскивать не очень просто со смартфона, и поэтому можно было час, два, три качать небольшой ролик, ну, просто он вот такой большой, а качаете вы его через низкоскоростной интерфейс. И плавно можно перейти к новому обновлению, то есть к наиболее серьезному обновлению, которое показано в этой презентации. Это новые модели iPhone 15 и Pro Max. Они действительно выглядят совершенно иначе, это очень существенно. В первую очередь, это, конечно, титановый корпус обеих моделей. Титановый корпус немного легче, он будет другой по ощущениям, у него не должно быть таких острых граней, как в последних двух моделях айфона. Хочется его, конечно, уже взять в руки и попробовать. Будет ли он так тактильно ощущаться, как он именно будет ощущаться, сказать невозможно. Вы же помните, что, в общем, довольно неожиданно было то вот этот обмылок в виде iPhone X и XS, то острые грани модели 13 Pro, оно все плохо, так сказать, было предсказано по картинке. Во-вторых, в нем хороший набор камер. Я, честно сказать, последние несколько лет айфоны выбирал в основном по камерам. Последние годы это все происходило таким образом, что, в общем, остальные другие функции не сильно отличались даже от младших моделей и точно не отличаются от моделей прошлых лет. А вот в камерах изменения понятны и заметны, тем более, что снимать я, в общем-то, люблю. Тем более часто это делаю. Так вот, камера здесь опять на высоте. Если раньше на уровне софта определялись 4 пикселя и 48-мегапиксельные матрицы получались фотографии 12 мегапикселей с улучшенным восприятием света, потому что больше пиксель, то в новой версии разрешение фотографии удвоилось. Теперь 24 мегапикселя. И по-прежнему есть возможность влезть руками и снять 48 мегапикселей и самому заниматься доработкой, тем более в формате ProRes, в том числе и в качестве фотоформата. Не знаю, так ли много на самом деле всерьез снимает видео профессионального уровня, как про это регулярно рассказывает и показывает Apple в презентациях. Но возможность подключения внешний диск по USB-C тоже радует, потому что это хорошо не только видеоспециалистам, и упомянутые проблемы с перекачкой больших файлов оно тоже как-то порешает. Кроме того, в новой версии iPhone 15 Pro Max присутствует довольно уникальная телефотокамера, дающая оптический зум до 5 крат. Это фокусное расстояние 120 мм. Отдельно радует интерфейс камеры. Там, кажется, можно будет просто переключаться по фокусным расстояниям, то есть 13 мм на ультраширокой камере, 24, 28, 35, 120. Есть еще 48 мм, то есть 2 крата. Это центральная часть сенсора основной камеры. Apple использует, как и в прошлой модели, для оптического увеличения. Фактически просто происходит такой кроп, к которому привычны любители продвинутых просьюмерских и профессиональных фото-видеокамер, но только вот уже на формате только айфона. Я видел замечания, кстати говоря, в сетях, что есть довольно большая разница между 2 кратами и 5 кратами в телефотокамере, и она велика, то есть ее закрыть полностью цифровым зумом с основной камерой не очень получится, но, наверное, надо стоит просто подождать, посмотреть, как это будет работать. Цифровой зум объявлен до 25 крат. Это, в общем, правда, вы немножко удивитесь качеству изображения, оно будет странным, но, например, с одной трибуны стадиона на другую посмотреть вполне можно, на противоположную. Посмотрим, как это будет выглядеть. Интересная, конечно, сценка по поводу общения с матерью природы и во главе с Тимом Куком, такой бонус-трек, из которой последовало сначала долгое объяснение, что Apple собирается уменьшать воздействие на природу, и в итоге объявление, что Apple Watch Series 9 нейтральный в части выбросов углекислого газа в атмосферу, а Apple Watch SE 2 и Apple Watch Ultra 2 тоже не увеличивают выбросов в атмосферу, если используются определенные ремешки. Но, видимо, в остальных ремешках как-то все сложнее. Мне кажется, это хорошо, когда компания ставит себе подобные цели. Можно, конечно, возражать, что она извлекает сверхприбыли и может себе такое позволить, но она-то себе позволяет именно это, и это приносит пользу всему человечеству, а не отдельно взятым его представителям. Радует, что, несмотря на слухи, не случилось подорожания. Все часы стоят столько же, сколько стоили предыдущие модели. iPhone 15, 15 Plus стоит столько же, сколько и год назад стоят модели 14, 14 Plus. Даже iPhone 15 Pro стоит те же $999, что и год назад стоила модель 14 Pro. Но изменения есть только по модели Pro Max. Именно про нее ходили слухи, что Apple собирается извлечь больше дохода, и они частично оправдались.
Теперь младшая модель стоит $1199. Это на $100 дороже прошлого года, но теперь эта модель имеет 256 гигабайт памяти, и эта цена равна прошлогодней для аналогичной конфигурации. Просто в прошлом году это была не младшая конфигурация, а теперь, увы, дешевле не купишь. Таким образом, и доходность повысилась. И, кстати, объяснять тоже есть чем, ведь не зря на презентации столько говорили про большие видео, высокие скорости по USB-C. Было бы странно в итоге сказать, ну вот, а теперь вам дешевая младшая модель 64 гигабайта памяти, один ролик, и памяти не осталось. Казалось логично. И при этом отдельно отмечу хорошее, наконец появились большие планы iCloud Plus, больше чем 2 терабайта, будет 6 терабайт и будет 15. Это был всего лишь один слайд, никаких данных нету, подписка пока такая не предлагается, но сколько стоит, это тоже пока неизвестно, но я знаю, что, в общем, людям было бы неплохо иметь такое на возможность, особенно если они используют семейный план. У меня, правда, удивительно, такой потребности нету. Я не храню все видеоматериалы в облаке, совсем все, там действительно терабайт 20. Мне вполне хватает домашнего хранилища для видео. Подытожим. Как вы уже догадались, наверное, из обзора, на меня не произвели впечатление обновления в часах. iPhone 15 я для себя уже несколько лет не рассматриваю, то есть младшую модель. Но вместе с тем обновление интересно, и я посмотрю, когда нас доедут старшие модели iPhone 15 Pro и Pro Max. Возможно, Pro Max, может быть, Pro, будем посмотреть. А пока мы можем плавно смотреть на обновление софта. 18 сентября, как стало известно, будут доступны iOS 17, watchOS 10, iPadOS 17 и так далее. 26 сентября обновится macOS до версии Sonoma. Впрочем, они у меня в бета-версиях давно уже работают, я им вполне доволен. Будете обновляться, приходите в комментарии. Пообсуждаем, ставьте лайки, подписывайтесь. Это был подкаст IT-мысли. Меня зовут Сергей Петренко. Пока.